Всем привет! Сегодня я нахожусь в Лоро-парке. Это одно из самых посещаемых мест на Тенерифе. Проведу вам полную экскурсию, что же из себя представляет Лоро-парк. Я здесь на мосту и увидела вот такое интересное дерево. Причем здесь вся зона очень хорошо благоустроена, много зелени, вокруг поют птицы. Лоро-парк несет название «Парк попугаев». И изначально он создавался как парк попугаев. Был открыт в 1972 году. Но со временем этот парк стал не только домом для попугаев, но и для огромного количества животных. Попадая на территорию Лоро-парка, самое первое животное, которое видят посетители, это вольер с гориллами. Здесь висит фотография, напоминание о визите Майкла Джексона. Он был тут в 1993 году. Когда впервые открылся Лоро-парк, тут работало 25 человек и обитало 150 попугаев. Площадь территории составляла 13 тысяч квадратных метров. Сегодня этот заповедник занимает площадь в 10 раз больше. В этом красивом уголке проживает белый тигр. На сегодня в Лоро-парке их два – самка и самец. Hola. Здесь мы видим муравьеда. В настоящее время их тут трое. По соседству с муравьедами живут капибары, самец и самка. Появились они в Лоро-парке с 2012 года, а в 2016 они принесли первое потомство, и теперь их стало 4. Не всех животных удается хорошо рассмотреть из-за скрытности и солнечных бликов на стеклах. Например, эту черепаху я с трудом заметила. Этот уголок обезьянки Саки. Тут есть самцы и самки. Самца легко узнать по белому меху на морде. А здесь проживает семейство шимпанзе. Создатель Лоро-парка Вольфганг Кислинг. Он родом из Германии, но его судьба была тесно связана с Испанией и Канарскими островами. Кислинг работал в авиационной отрасли. Посетив Тенерифе в 1970 году, он решил, что это место станет его домом. И не только его. Сегодня в Лоро-парке собрана коллекция более 400 видов животных со всей планеты. Во время визита в Лоро-парк у посетителей есть возможность посмотреть 4 шоу с животными – с касатками, с дельфинами, с попугаями и с морскими котиками. Шоу проходят в определенные часы, в течение дня их несколько. Обязательно пользуйтесь путеводителем. При хорошей организации визита вы не пропустите ни одно представление. Bienvenido al Loro-Parque. Bienvenido al nuevo espectáculo de delfines y machos. Дельфины в Лоро-парке появились в 1987 году. Сейчас в бассейне проживает 8 особей. Каждое шоу длится по 20 минут. На протяжении представления со зрителем делится информацией об уходе и содержании дельфинов.
Самое популярное шоу в Лоро-парке – это представление с касатками. Появились они здесь с 2006 года. Это событие принесло зоопарку особую популярность. Сегодня в Лоро-парке проживает 4 особи – 3 самца и самка Морган. Самый зрелый самец Кето, он родился в 1995, а самый молодой среди всех касаток Адан, он был рожден в 2010. Во время шоу зрителей, которые сидят в нижней части трибуны, касатки обрызгивают водой, поэтому им выдают специальные плащи. Всего в течение дня проходит 2 шоу. Не упустите эту возможность. Для детей и взрослых в парке есть аттракцион «Касатка», где можно покататься за дополнительную плату в 1 евро. На территории находится множество кафе, ресторанов, сувенирных лавок и есть детская площадка. Стоимость посещения для взрослого составит 42 евро. Лоро-парку также принадлежит парк водных аттракционов Сиам-парк на юге Тенерифе. При покупке двойного билета вы получаете небольшую скидку. Одно из последних, что появилось в Лоро-парке, это коралловый дом. Здесь собрали удивительную коллекцию кораллов и самых красивых рыб.
Сейчас в аквариуме находится более 30 видов кораллов и более 40 видов редких рыб. Еще более интересный уголок – Аквавива. Здесь можно увидеть потрясающие существа медузы. В Аквавива собрали более сотни медуз, среди них редчайшие виды. Кроме того, тут проживают акулы, многочисленное количество рыб и скаты. Это одна практически из всех зон, которая открыта, где попугаи сидят не за решеткой, а можно где контактировать с ними. Конечно, здесь не рекомендуется их трогать, а также запрещено кормить, но в основном во всем парке птицы сидят в своих личных вольерах, а тут они летают в свободном полете. Вот сладкая парочка. Можно за ними наблюдать, как они интересно трапезничают. Кстати, в мисках у них чего только нет. Не совсем тут свободный полет у птиц, потому что купол этой клетки, он хоть и высокий, но состоит все равно из сетки. Могут они здесь перелетать с дерева на дерево, но улететь отсюда невозможно. Представляю вам бегемота. Сейчас в лоро-парке живет взрослая особь и детеныш. Пришло время посмотреть шоу-представление с попугаями. В течение дня их проводят 5 раз, продолжительностью 20 минут каждая. В 2007 году в лоро-парке вылупились 2 птенца попугая голубого ара. Это большое достижение, потому что этот вид исчез из дикой природы. Сейчас хочу посетить уголок летучей мыши. Летучие мыши появились в лоро-парке совсем недавно. Это единственное млекопитающее способно летать. Здесь создали их естественную среду обитания, так как они живут в пещерах. 70% своего времени они проводят в состоянии покоя, а остальное время уходит на поддержание гигиены, общения и полеты. Рожают летучие мыши вверх ногами. Перенесемся на планету пингвинов.
Здесь они появились с 1999 года. В Лоро-парке имеется 2 зоны пингвинария. Сейчас мы видим пингвинов Гумбольдта. Они обитают в районах с умеренным климатом, любят солнце, населяют скалы и используют пещеры или расщелины в земле для строительства своих гнезд. А здесь проживает другой вид пингвинов. Для их среды обитания создали в Лоро-парке условия Антарктики. Среди них королевские или императорские. Здесь их можно определить по самым крупным экземплярам. Их рост варьируется от 70 до 90 сантиметров. Эти пингвины не строят гнезда. Они кладут яйца под брюхо и выделяют достаточно тепла для их инкубирования. Другой вид – пингвин-скалозуб. Их легко отличить по желтым плюмажам, которые украшают их головы. Этот вид считается исчезающим. Его мировая популяция резко сократилась с 1950 года. Среди самых уникальных особенностей встречается у подбородочных пингвинов. Они создают круглые каменные гнезда для высаживания и размножения. Делают это с мастерством и надежно защищаются самцами. Их легко узнать по черной линии под подбородком. Также в этом пингвинарии живут пингвины Папуа, или их еще называют хуанито. Являются самыми быстрыми пловцами, достигая скорости 35 км в час. Их можно узнать по белым пятнам над глазами. Теперь погрузимся в аквариум Лоро-парка. Здесь можно встретиться лицом к лицу с удивительными существами, населяющими океаны и реки. В этом уголке собрали впечатляющую коллекцию самых разнообразных морских существ и кораллов. Невероятная возможность увидеть такое большое количество морских обитателей всего за один день. А вы когда-нибудь видели семейство скатов так близко? А вон в траве притаилась мурена. Особый интерес вызывает прогулка по туннелю, где можно познакомиться поближе с хищниками природы. В аквариуме Лоро-парка живет 4 вида акул. И напоследок представляю вам шоу с морскими львами. Сейчас в бассейне Лоро-парка проживает 7 особей, 2 самца и 5 самок.
течение дня проходит 4 шоу, каждое длится по 20 минут. Всем спасибо за внимание, не забудьте поставить лайк и до новых встреч!